рабочая тетрадь такая для детей. Здесь вот и все фигуры, все. Дальше методическое пособие для родителей и методическое пособие для преподавателей. То есть комплект учебников такой вот есть. Мы это сейчас издаем. И для школ хотел поблагодарить министра образования Российской Федерации Васильеву Ольгу Юрьевну. Наконец-то сдвинулась, я с ней несколько раз встречался, и вот вы слышали ее интервью, что с 1 сентября в течение 2 лет в школах Российской Федерации шахматы ведут как обязательный предмет. Вот 20 лет я боролся и с Горбачевым встречался, и с Ельциным, и с Путиным, и с Медведевым, со всеми президентами, и просил, почему Россия такая умная страна, Россия, где такие традиции шахматные, а шахматы не вводят как обязательный или как факультативный предмет обучения. И наконец-то Министерство образования согласились. Теперь вот с 1 по 4 класс дети будут заниматься шахматами. Ну, для примера, например, в Армении там 2 раза в неделю шахматами занимаются. В Азербайджане выпускники школ вот сдают экзамены по шахматам. Вот. Ну, мы с министром образования договорились, вот все родители знают и преподаватели, ЕГЭ, такая вот система есть ЕГЭ. Так вот, вот для детей, для школьников, которые будут занимать призовые места на региональных, на городских соревнованиях, при поступлении в ВУЗ, высшее учебное заведение, будет добавляться 5 баллов. Это здорово, как вот золотой значок, это такую привилегию мы как бы сделали. Поэтому занимайтесь шахматами, играйте шахматами, и Министерство образования поддержит. Ну, а такие учебники мы вот с губернаторами сейчас договариваемся, с руководителями, чтобы детям, родителям и преподавателям такие вот учебники бесплатно раздавали. Я думаю, Россия не бедная страна, может позволить такое, чтобы бесплатно раздавать. Вот я был, есть такая небольшая страна, Боливия. Так вот, вот когда встретился с президентом этой страны, рассказал про шахматы, потом на следующий год приехал, ну, в школы повел мне. Так вот, каждому школьнику за счет правительства Боливии бесплатно дается шахматный компьютер. И там уже шахматная программа. А почему? Потому что они посчитали, что лучше сразу дать шахматные программы, здесь ребенок может и заниматься. У многих вот есть эти телефоны, да, там, iPad, айфоны, вместо вот глупых таких вот игр, там, стрелялки, там, и так далее, вот мы вот сделали шахматные программы, и поэтому дети играют в шахматы. Дальше начал про Латинскую Америку тоже, и в пример как бы нашим руководителям страны ставить. Мексика. 120 миллионов населения, практически как в России. Шахматы практически никто там не играл. Вот я приехал, когда премьер-министру, президенту рассказал, как шахматы благотворно влияют на детскую психику и так далее. Через год приезжаю, министр образования Мексики показывает мне указ, постановление, говорит, господин президент, мы подарок приготовили. Я говорю, какой подарок? С 1 сентября во всех школах Мексики мы ввели шахматы как обязательный предмет. А там 200 тысяч школ. Я спрашиваю министра, а с чего вы взяли? Ну, в России, понятно, традиции, все, в Мексике. Они говорят, мы заметили, мы в 10 экспериментальных школах, ну, в 10 школах обычных ввели шахматы. Через год заметили, что успеваемость возросла, все. А шахматы дешевый спорт, поэтому мы во всех школах ввели. Я вот встречался с руководством Ленинградской области, и мне вот пообещали, что во всех школах, вчера вот с Полтавченко, с губернатором Санкт-Петербурга говорили, что с 1 сентября также и в Санкт-Петербурге, и в Ленинградской области шахматы ведут как обязательный предмет обучения. С нашей стороны, со стороны ФИДЕ, будем только помогать и поддерживать. И пенсионеров, и всех. Спасибо. Стоять.